Вот он, 100-литровый баллон с гелием. Он позволит мне опуститься более чем на полкилометра от поверхности. Так что не жди меня, мама, хорошего сына. Передо мной открываются невероятные перспективы. Ладно, шучу. Вариант глубже был печально изучен в прошлом видео. Сегодня поговорим о дольше и сравним результаты. Яхой, ребятки, спешу к вам с новым удивительным открытием. Оказалось, что я жаворонок, запертый просто в теле совы. 7:30 утра, еле встал. И вот все утро думаю, что как это вот такая странная сова, которая с детства выбирает себе интересы в духе рыбалка, сбор грибов, а теперь еще и дайвинг. Высыпаться получается только на работе, в обед. Все выходные проходят под лозунгом «Яхой». Всем, кто смотрит наши выпуски регулярно, докладываю. Шиномонтаж чемодана произведен. Поставлены новые полиуретановые колеса правильного цвета. Единственное, что не учел, они светятся при движении. Очень такой новогодний дайвер получается, когда солнце садится. Как-нибудь обязательно покажу. Скрыться от нашего назойливого приятеля не получилось даже за поворотом дороги. 80-й уровень назойливости. Извини, дружок, я нашел себе водителя, который куда больше понимает сегодняшнее настроение. И мы отправляемся знакомиться с новой Мариной, новым дайв-ботом и новым экипажем. Ничего, такая водная, да? То ли еще будет. Сегодня нам предстоит разобраться с самым важным вопросом дайвинга. Глубже или дольше? И в этом нам поможет Nitrox. Нет, Винни, погоди, мы немножко о другом. Так что если не хочешь, чтобы твоя машина выглядела так, не стоит путать закись азота и насыщенную кислородом воздушную смесь. Давайте разбираться в вопросе вместе. Помогут нам в этом ребята из нового дайвинг-центра в отеле Миномарк. Также приятно идти к Марине сквозь центральную часть отеля, а не через его задворки. Любоваться яркой зеленью, а не разрухой. Чувствовать себя почетным гостем, а не попрошайкой у заднего двора. Дайв-центр отеля предлагает не только обучение по системе PADI, но и готовит дайверов SSI. А на борту мы встретим единственного в Хургаде инструктора CMAS. Прям изобилие вариантов. Дайв-бот для сегодняшнего курса называется Dream M. Как расшифровать дополнительную букву M, решать вам. Для себя я перевел название как «Мечта мужика». Хорошо легло в сегодняшнее позитивное настроение. Перейдем к делу. Баллон с обогащенным кислородом должен быть зеленого цвета, либо иметь соответствующую наклейку. Помимо этого, на нем должна быть бирка или стикер с указанием количества кислорода, датой наполнения и именем блендера, персонажа, который наполняет баллоны и несет ответственность за их содержимое. Но мы в Египте. Если честно, не будь у нас с собой газового анализатора, я бы ни за что не стал погружаться на этих баллонах. Но проведя проверку на месте, узнав, что количество кислорода составляет 30%, мне осталось только подправить данные смеси в своем компьютере. Обещали 32 – Египет. Так что же такое Nitrox и зачем он нужен? Начиная с своего появления в массовом любительском дайвинге в середине 1990-х годов, обогащенный воздух стал общепринятым инструментом для увеличения бездекомпрессионного времени погружения. Секрет прост. Если в обычном баллоне содержится 21% кислорода, а остальное пространство практически полностью занято азотом, то здесь процентное содержание кислорода увеличивается, а соответственно уменьшается количество азота. Чем меньше азота, тем больше времени можно провести в воде, без обязательной декомпрессии. И если раньше NDL промежутки высчитывались по специальным таблицам, то сейчас их за вас считает подводный компьютер. Главное – выбрать подходящий. А вот и анонсированный сертифицированный инструктор CMAS Ирина Фомченко. Очаровательный, жизнерадостный и очень профессиональный человек из Кишинева. Надеюсь, она отметится в комментариях, а вы сможете задать ей любые вопросы. А пока Ирина и ее напарники уходят в изумительный дрифт вдоль острова Малый Гифтун, мне пора на занятия. Да и вообще, что-то отвлекся от рассказа об обогащенном кислороде. Непорядок. После двухнедельного перерыва в погружениях
и работы над своим психологическим состоянием от глубоких погружений из прошлого видео, мое нетерпение оказаться под водой можно понять. Сегодня уже мне пришлось ожидать инструктора на поверхности, а не как обычно. Погружаемся и продолжаем разбираться в предмете обсуждения. Причиной, по которой обогащенный воздух столь популярен, стало то, что он может быть полезен практически для любого из ваших погружений, независимо от того, что вам нравится делать под водой. Nitrox даст вам больше времени на это. А мне больше времени, чтобы снять для вас обзор получения сертификата Enriched Air Diver и обзор подводного мира дайв-сайта Малый Гифтун. И да, это на самом деле удивительное место. Мы встретим невероятных представителей рифа, несколько нелепых ситуаций и даже одного Наполеона. Огромная тридакна наверняка скрывает большущую жемчужину. Огромный арендный манометр показывает большущий запас найтрекса. Вперед к изучению рифа. На самом деле я бы переименовал Малый Гифтун в Синий Гифтун. Такого количества синих кораллов я не встречал ни в одном другом месте. А как вам этот черный нарост? В свете фонаря он кажется действующим вулканом. Но раз есть редкие формы морской флоры, значит будут и редкие представители фауны. О скатах-хвостоколах мы поговорим позже, а вот это чудо я встречаю впервые. Расписной единорог может менять цвет тела, подобно осьминогу, может плавать вертикально, изображая водоросль или обломок. Но если совсем прижмет, позвоночник рыбы на голове быстро превращается в опасное подводное копье, а несколько других более мелких шипов помогают им надежно вклиниться в щель на морском дне. Эта техника не только защищает их от хищников, но и помогает им спокойно отдыхать ночью. Тут я, пожалуй, не буду проводить аналогий, чтобы не показаться пошлым. Тем более, что я не имею ни малейшего представления о том, чьи это мальки. Надеюсь, не человека. Черт, все равно вырвалось. Процесс поиска еды у этих ребят отлажен до автоматизма. Здесь точно не будет упущена ни одна съедобная крошка. Продолжаем наше путешествие по коралловому саду. Такие навесы очень любят мурены, стоит только поискать. А может и не стоило. Их тут невероятное множество. Поэтому постараемся получить максимально интересные кадры и отыскать самую большую. Nitrox в баллоне – идеальный выбор для подводных фотографов и видеографов. Теперь вам не нужно постоянно отвлекаться на таймер без декомпрессионного пребывания на той или иной глубине. Можно уделить намного больше времени съемкам объекта или живого существа, привлекшего ваше внимание. Спокойно найти нужный ракурс, настроить свет, погрузиться в процесс целиком. А потом, взглянув на компьютер и убедившись, что времени еще более чем достаточно, отправиться на поиски новых интересностей. В Красном море живет огромное количество видов рыб-попугаев. Этот радует меня больше остальных. У него невероятно смешная мордаха и неповторимый перламутровый цвет. Постараемся подобраться поближе. Действительно, игрой красок в его чешуе можно любоваться вечно. Тем более, что обладатель столь прикольного носа никуда особо не спешит и не сильно переживает о моем нахождении рядом. Но нас ждут другие встречи, и следующая из них произвела просто неизгладимое впечатление. В Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона, взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась. Да позадумалась, а сыр во рту держала. Уж не знаю, нужна ли была моя помощь этому глазастому оратрону, или он каждый день так развлекается, но после знакомства с этой сценой я еще долго хихикал в регулятор. Как вы уже знаете, процентное содержание кислорода в моей сегодняшней смеси составляет 30%. Погрузились мы на 16 метров. На такой глубине, исходя из таблиц либо данных компьютера, я могу находиться около 90 минут, дыша своей смесью. 1,5 часа без необходимости декомпрессии. Это действительно потрясающе. Фактически, если оставаться в пределах такой глубины, у вас раньше закончится газ в баллоне, чем возникнет необходимость сделать дополнительную декомпрессионную остановку. Поэтому не забывайте посматривать на манометр и оставить резервный запас на остановку безопасности и просто на всякий случай. То есть главное достоинство использования Nitrox – время, время и еще раз время. Но есть и главный недостаток. И как бы парадоксально это ни звучало, главным недостатком является как раз сам кислород. Во время погружения на обычном воздухе, при соблюдении пределов, установленных для любительского дайвинга, воздействие кислорода не играет значительной роли. Однако этот аспект нужно учитывать при погружениях на обогащенном воздухе. Здесь процент кислорода увеличен, а это может привести к кислородному отравлению. И оно куда опаснее азотного. Сегодня я не буду утомлять вас рассказами о парциальном давлении кислорода. Этот термин появится в вашем подводном лексиконе только тогда, когда вы решите начать погружаться на Nitrox. Скажу лишь, что на подобных смесях категорически не стоит погружаться глубже 30 метров, если хотите живым вернуться на дайвбот. То есть обогащенные смеси – это про дольше, а ни в коем случае не про глубже. Также к недостаткам Nitrox я бы отнес кучу неудобств, связанных с его получением. В идеальной стране, в идеальном дайв-центре, с идеальным персоналом вам придется прийти сильно заранее, сказать, какая смесь вам нужна, подождать, пока ее смешают, заполнить ряд документов о получении, провести проверку на месте и перед погружением, заплатить дополнительные деньги. В случае Египта вы должны заранее сказать, что вам нужен Nitrox, а дальше надеяться, что содержание кислорода в баллоне окажется хотя бы 30%, и молиться, чтобы этой смесью вообще можно было дышать, чтобы она не повредила ваше оборудование и чтобы на лодке было достаточно воды, потому как сушняк после этой радости просто космический. Да и вопрос дополнительных денег никуда не исчез. Только в Египте, возможно, вам еще придется поторговаться. Что-то я увлекся теорией и даже не высказал свое мнение о мурене, наблюдающей за рыбой крокодилом. Кто-то задумал недоброе. И не факт, что мурена. Вот этот скат выглядит очень подозрительно. Вы просто оцените шип на его хвосте. Редко получается его заснять с такого расстояния, без опасности получить удар. Но этот скат оказался чересчур добрым, и травоядный желтополосый литрин выгоняет его со своей территории. Если кому-то вдруг стало интересно, чем занимается мой известный инструктор в данный момент, то тут все стандартно – поиск ништяков. Кстати, если вы вдруг узнаете в моих видео что-то, что было утеряно вами в ходе морских прогулок, не стесняйтесь писать в комментариях, обсудим возможность отправки или передачи. Совмещать рассказ об обогащенном воздухе и описание подводного мира оказалось сложнее, чем я думал. И кажется, не один я раздосадован этим фактом. Более грустной крылатки мне еще не доводилось видеть. Умилительное зрелище. Но ничего, родная, мы стремительно приближаемся к выводам. Достоинства обсудили, недостатки тоже. Что перевешивает? Естественно, я могу высказать только свое мнение, и оно однозначно в пользу Nitrox. Да, вам придется потратить время и деньги на его получение, плюс на получение сертификата, но наличие дополнительного времени под водой компенсирует все. Вы больше не будете расстраиваться, что пара погружений прошла так быстро и вам пора назад, к мирской жизни. Вы сможете рассмотреть и сфотографировать все, что вам хочется, и так, как вы того желаете. Вы встретите больше уникальных обитателей рифа, и, имея возможность двигаться медленно и почти бесшумно, сможете подобраться к ним поближе, не рискуя вызвать у них страх или агрессию в свой адрес. Вы сможете исследовать все встречающиеся стволовые кораллы, сверху донизу. Поверьте, в жизни это зрелище поражает.
На каждом метре такого рифа живут совершенно разные существа. Вы сможете отыскать самую большую мурену на дайв-споте и составить ей компанию в ее изнурительных попытках выбраться из собственной пещеры. Вам не придется ускоряться, расходуя тем самым воздух в баллоне, чтобы успеть к дайв-боту с обязательными 50 барами в баллоне. Но нужен ли Nitrox при каждом погружении? Мой ответ – нет. Я думаю, что такие погружения должны быть исключительными, праздничными и тщательно спланированными. Это не просто желание сходить на дайвинг в выходные. Скорее, это дополнительная плюшка, когда вы собираетесь отправиться на новый риф, собираетесь увидеть определенную рыбу. Либо провести больше времени под водой с друзьями-дайверами, которых не видели много времени. Также Nitrox будет полезен тогда, когда вы досконально изучили определенный риф, знаете точно, где искать его самых редких обитателей, и хотите вдоволь ими полюбоваться. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Возможно, не все обитатели рифа покажутся вам интересными и достойными внимания, но это только поначалу. Например, эти маленькие змейки – один из видов морских коньков. И пока мы их рассматривали, лежа практически на дне, море сделало нам свой лучший подарок на сегодня. Встретить на такой глубине рыбу Наполеона – невероятное везение. И пусть этот малыш пока весит всего 80 килограмм, это все равно чудо природы. Жаль, что находящиеся рядом дайверы его спугнули, и я не смог приблизиться вплотную. Но это всяко лучше, чем огромный Наполеон из прошлого видео. Там видна вообще только тень. А вот еще одно интересное наблюдение. Стая морских лещей. Желтые и важные, с выделяющейся черной точкой на боку. Но давайте взглянем внимательнее. Оказывается, у желтых козлобородых барабулек появился новый способ защиты. Стая рыб совершенно другого вида. Главное, что желтые от беды спасут. Nitrox дает возможность развивать внимательность, замечать то, что обычно ускользает от взгляда дайвера. А напоследок хочу рассказать вам об еще одном лайфхаке из подводного мира. Если к моменту прибытия на дайв-бот в вашем баллоне остается достаточно воздуха или любой другой смеси, потратьте это время в тени дайв-бота. Ни для кого не секрет, что крупные морские рыбы предпочитают днем прятаться в тени коралловых рифов и пещер. Так вот, многие из них, спустя какое-то время после прибытия судна к рифу, с удовольствием уплывают в его тень. Зачастую вы сможете наблюдать настоящий морской суп из самых разнообразных представителей моря на этой территории. Да и понаблюдать за друзьями-дайверами бывает интересно и полезно. Вы сможете выучить новые техники, посмотреть на работу их снаряжения под водой и задать вопросы после всплытия.
Погружение в 72 минуты, а у меня еще полбаллона найтрокса. Прекрасная проверка 30% смеси в прекрасном месте. Не знаю, будет ли меня слышно, конечно, через школьчик. 72. Значит, получение Enriched — это что-то сродни смеси рекреации и параллельное обучение, потому что весь материал, который тебе надо учить, он проходится в основном на борту, а под водой у тебя просто очень и очень много времени плавать или бываться в пределах безопасной глубины. Так что вот этот сертификат вообще всем советую. Очень комфортно, очень долго, очень тепло, очень со вкусом. Ну и Наполеончика засняли. Яхой. По прибытии на борт не забудьте выпить побольше чистой воды, чтобы восстановить ее баланс в организме. Ждем ваших комментариев и подписок. До встречи под водой.